Добрый день, друзья! Сегодня я к вам с очень вкусным и простым рецептом. Это мое любимое печенье с детства. Рогалики просты в приготовлении, получаются мягкими и нежными на вкус. Очень рекомендую вам попробовать. Берем холодное сливочное масло и натираем на крупной терке. Делаем это быстро, чтобы масло сильно не подтаяло. 250 грамм творога, у меня жирностью 9%, разминаем ложкой и перекладываем к нему сливочное масло. Смешиваем их вместе. Далее добавляем щепотку соли, 50 грамм сахарной пудры, 1 чайную ложку разрыхлителя и 200 грамм просеянной муки. Перемешиваем все ингредиенты ложкой, а затем вымешиваем тесто руками. Если вам больше нравится несладкое тесто, то сахарную пудру можно не добавлять, а просто после выпечки посыпать рогалики сахарной пудрой. Когда тесто собралось в единый комок, переходим работать на стол. Присыпаем его мукой, кладем тесто и хорошо его вымешиваем. Тесто получается мягкое и нежное. Округляем его, приплющиваем и разделяем тесто на две половины. Одну часть пока кладем в пакет, чтобы оно не заветривалось, а вторую присыпаем слегка мукой и раскатываем в пласт толщиной не более 2 мм. В итоге тесто должно получиться вот такое по толщине, оно не должно просвечиваться, но в то же время не должно быть толстым. Теперь разрезаем тесто на 12-16 секторов. Мне нравится это печенье маленькое, поэтому я режу на 16 частей. Можно рогалики сделать и больше, тогда делите тесто на 12 частей. В качестве начинки сегодня я использую густой абрикосовый джем. Но можно начинку взять любую на ваш вкус. Это может быть как любимое варенье, так и шоколад, орехи, нутелла, сухофрукты. Жидкая начинка вроде абрикосового джема, конечно, немного вытекает, но мне нравится, когда часть джема запекается и становится тягучей. Ну и нам остается лишь скатать рогалики. Начинаем с широкого края и двигаемся к центру. Вот такие малыши у меня получаются. Съедаются они очень быстро, как семечки. Остановиться невозможно, поэтому готовьте сразу двойную порцию. Перекладываем творожные рогалики на противень, застеленный бумагой для выпечки, так чтобы узкий край оказался внизу, потому что во время выпечки тесто поднимается и рогалики могут раскрутиться. Сверху печенье я смазываю. Для этого беру 1 желток и 1 столовую ложку воды. Перемешиваю и смазываю этой смесью поверхность каждого рогалика. Ставим печенье в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 15-20 минут. Прошло 20 минут. Рогалики готовы. Достаем их из духовки, даем немного остыть и подаем к ароматному чаю. Вообще к творожной выпечке у меня особенная любовь. Она всегда получается вкусная, мягкая, нежная
И с творожным тестом очень легко работать. Мое творожное печенье розочки вам так понравилось, его приготовили уже очень многие мои зрители. Если пропустили рецепт, я ссылку оставлю внизу под видео. Но могу с уверенностью сказать, что эти творожные рогалики получаются такие же вкусные. Готовьте не раздумывая. Ну а текстовый вариант каждого рецепта, и этого в том числе, вы можете почитать на моем канале Яндекс.Дзен. Это просто. Готовьте и радуйте близких. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».